Всем привет! В этом видео я расскажу, как убрать артефакты и мыло с изображения, созданного в Nano Banana 2 со стопроцентным сохранением стиля. Данный способ ориентирован именно на работу со стилизованными изображениями. Я буду демонстрировать свой метод на примере казуальной иллюстрации. При создании сложных иллюстраций с большим количеством объектов, особенно после редактирования в Banana, мы сталкиваемся с заметным падением качества. Появляются артефакты, пикселизация и неприятный эффект лесенки. Обычный прогон через апскейлеры может помочь избавиться от пикселей, но зачастую оставляет после себя мыло и размытость внутри форм. Для начала пробуем самый простой способ. Загружаем картинку в Banana 2 и пишем такой промпт. Пересоздай, перерендери данное изображение с нуля. Не добавляй, удаляй. Артефакты, пиксели, блюр, артефакты компрессии, размытость. Как видите, пиксели и лесенки ушли, но картинка все равно немного размытая внутри форм. Если данное качество вас не устраивает, то предлагаю воспользоваться более продвинутым способом. Я назвала этот метод обнуления через Line. Он состоит из нескольких этапов. Первое – деконструкция. Мы превращаем проблемную, заблюренную или пиксельную картинку в чистую графику, конкретно Line. Это стирает память нейросети о плохом качестве исходника, но сохраняет информацию о стиле форм и композиции. Далее этап реконструкции. Мы заставляем Banana 2 собрать изображение заново, используя Line как жесткий каркас, а оригинальный промпт как инструкцию по цвету, свету и стилю. В результате нейросеть генерирует пиксель с нуля в высоком качестве, не пытаясь исправить старые ошибки, а просто рисуя заново по нашим чертежам. А для дополнительного повышения качества я рендерю отдельные фрагменты иллюстраций и объединяю их в Photoshop. Далее я подробно покажу весь процесс. Шаг первый – получение четкого лайна. Идем в Nano Banana 2 и создаем новый чат. Загружаем туда исходную иллюстрацию. На этом этапе не важно, что оно с артефактами или размытое. Наша задача – получить лайн, который сохранит стилизацию форм, деталей и композицию. Помимо иллюстрации добавляем простой текстовый запрос. Извлеки лайн из данного изображения и нажимаем кнопку Generate. Banana создает изображение линейного рисунка нашей иллюстрации. Вы можете взять этот лайн как есть или попробовать сгенерировать еще несколько вариантов. При необходимости можно скачать лайн и скорректировать в любом графическом редакторе. Например, вы можете изменить композицию, упростить какие-то детали или добавить что-то новое. Шаг 2. Создание подробного текстового описания нашей иллюстрации. Если у вас уже есть подробное описание иллюстрации, например, сохранился оригинальный промпт, то просто убедитесь, что он на 100% соответствует вашему текущему лайну и задумке. Если же вам требуется создать новое описание, то чтобы не тратить время, используем любую языковую модель. Я использую Google Gemini. Создадим чат, загружаем туда исходную иллюстрацию и пишем несложный текстовый запрос. Я намеренно запрещаю нейросети добавлять описание стиля картинки, так как у меня есть отдельный промпт на стиль, который я разработала для воркшопа Sandbox. Но вы не обязательно должны использовать один в один запрос, как у меня. Главное донести мысль до нейросети и получить нужное вам описание. Итак, мы получили текстовое описание. Можно заранее попросить составить его на английском языке, но мне нравится сначала получить его на русском, а затем доработать и перевести в Google переводчике на английский язык. Можно работать и на русском, но по моему опыту Banana 2 лучше понимает английский язык, особенно в описании стиля. Шаг 3. Финальная сборка и генерация иллюстрации заново. Дальше мы открываем еще один чат. Загружаем в чат картинку с лайном, а также добавляем текстовую подсказку. Подсказка у меня состоит из двух частей на английском языке. Первая часть – это постановка задачи для Gemini. Тут я прошу нейросеть создать изображение, используя приведенную ниже подсказку, следуя композиции со скетча, указываю картинка 1, но без добавления линий.
В скобках я перечисляю уточнения, какие именно линии я не хочу видеть в изображении. Например, эскизные, жирные и так далее. Это нужно, чтобы Banana 2 не добавляла линий на иллюстрацию. Также я пишу, что хочу получить изображение в высочайшем качестве и разрешении. Вторая часть – описание иллюстрации. Если у вас есть оригинальный промпт, описывающий иллюстрацию и стиль, просто вставьте его сюда целиком. У меня промпт не сохранился, поэтому я вставляю описание моей иллюстрации с предыдущего этапа, а в конце добавляю описание стиля, которое использовала при генерации исходной иллюстрации. Если вы проходили мой недавний воркшоп на Sandbox, где мы создавали подобные иллюстрации, после описания иллюстрации вы просто добавляете стиль из документа воркшопа. Если же вы не были на воркшопе, то в описании иллюстрации вставьте оригинальный промпт. Если по какой-то причине у вас не сохранилась эта информация, вы можете загрузить ваше исходное изображение в чат и, так же как мы создавали описание сюжета, сделать запрос на описание стиля. Это не даст максимально точный стиль, как если бы вы использовали оригинальные слова, но может приблизить результат к желаемому. Итого, у нас загружен лайн и текстовая подсказка. Нажимаем кнопку Generate. В результате мы получаем картинку, довольно похожую на то, что у нас было изначально. Чем более подробно и качественно был описан ваш стиль, тем более повторяемый по стилю результат вы получите. Вы можете сделать несколько генераций подряд, потому что все равно будут небольшие различия в деталях и освещении. Но этот материал уже намного лучше исходного. Давайте откроем эту картинку в Photoshop и посмотрим, насколько она стала качественней. В принципе, на этом можно было бы остановиться, особенно если у вас есть доступ к генерации в 4К качестве. Но если же вам нужно еще сильнее поднять качество, чтобы картинка была совсем хрустящей, без намека на размытость, вы можете сделать то же самое, но с фрагментами иллюстрации. Для этого я открываю Line Photoshop и делю его, например, на две части – левая и правая половина. Далее мне нужно скорректировать текстовое описание, мой промпт, чтобы не запутать нейросеть. Так как на левой половинке у меня только портрет принцессы и портреты знати на стене на фоне, я должна убрать все упоминания правой части из описания – собаку, коридор с аркой и стражника. Аналогичным способом я рендерю и правую половину. Также я могу отрендерить конкретного персонажа, вырезать фрагмент лайна, например, отдельно принцессу или стражника, и, используя тот же метод, получить высококачественный рендер персонажа. Смысл в том, что когда мы в Nano Banana генерируем фрагмент крупным планом, мы получаем изображение максимального качества. Когда мы потом уменьшаем этот четкий объект и вставляем его в большую многофигурную иллюстрацию, мы получаем ту самую дополнительную четкость и звонкость, которая теряется при генерации сложной сцены в 2К целиком. Важное отличие. Если на первом этапе, когда мы генерировали всю иллюстрацию целиком, можно было обойтись без графических редакторов, то в способе рендера по фрагментам нам обязательно нужен Photoshop, чтобы свести кусочки вместе. Естественно, фрагменты будут немного отличаться по освещению и цветам, будут микроотличия в деталях, поэтому нужно будет работать с масками. Этим способом можно создавать изображение огромного формата, например, для Hidden Object игр, где в сцене размещены десятки различных объектов, и все они должны быть в высоком разрешении и качестве. Далее в таймлапсе я ускоренно покажу, как я дорабатывала и собирала данную иллюстрацию. В основном работа заключалась в сведении различных фрагментов в единую композицию, доработке деталей, а также к финальной корректировке цвета, тона и контрастов. В процессе работы вы можете брать определенные кусочки, переделывать их в Nano Banana и вставлять заново. Например, я немного изменила портрет короля. Также мне захотелось сделать прическу принцессы более злодейской, как у Драко Малфоя. Вот и все. Такой результат мы получили. Давайте сравним до и после. Но согласитесь, прогресс налицо.
В этом способе у вас не получится на 100% сохранить каждую микродеталь, пятнышко или один в один повторить все источники освещения и малейшие оттенки цвета исходной иллюстрации. Поэтому используйте этот метод именно как часть вашего пайплайна по созданию иллюстрации, заранее зная о его ограничениях. Ну а теперь предлагаю вам посмотреть процесс завершения моей иллюстрации под приятную музыку. А на этом все. Так как мой канал только-только начинает свой путь, для меня крайне важна ваша поддержка. Буду рада вашим подпискам, лайкам и комментариям. Не забывайте про мой телеграм-канал, а также пишите, что бы вы хотели разобрать в следующих видео. Всем до встречи и пока-пока!